Обратиться по этому вопросу именно ко мне было очень мудро с вашей стороны. Мои коллеги с вероятностью 97,5% что-нибудь перепутали бы и дезинформировали вас. А с такой тонкой структурой, как изнанка, это может стоить жизни. Так что в сущности вас интересует? Скажите, доктор, что же такое эта изнанка? Что ж, раз это интервью, то короткий ответ вас с вероятностью 86% не устроит. По своей сути, изнанка — это подпространство, которое вполне вероятно находится во взаимной зависимости с зоной. И очень на нее похоже, но существует по иным фундаментальным законам. Откуда она вообще взялась? Есть две версии происхождения изнанки. Она либо каким-то образом была создана искусственно, либо это неожиданный результат энтропии. Выбросы в зоне породили слишком много энергии, часть которой, не имея возможности рассеяться, вступила во взаимодействие с ноосферой. Результатом этого синтеза стало рождение изнанки. Говорят, изнанка меняет все, к чему прикасается. Как бы вы описали этот феномен? Этот феномен принято называть искажением. Конечно, это всего лишь теория, но я считаю, что искажение — это одновременно и состояние, и процесс. Я бы поставил именно на это. Когда объект нашей реальности попадает в изнанку, он несет в себе чужеродную для нее информацию. Поэтому это пространство стремится сделать объект своим, заменяя изначальную информацию объекта собой. Но полностью изменить объект не способно из-за ограниченного лимита информации, который может содержать материя. Это и есть процесс искажения. Когда количество информации с обеих сторон достигает баланса, наступает искажение как состояние. Объект теперь находится в суперпозиции и считается чем-то зависшим посередине между двумя реальностями — фантомом. Фантомы? Это те проекции людей, которые можно встретить там? Пожалуй, их можно считать проекциями. Я уверен в этом на 72%. Когда изнанка подменяет часть исходной информации живых объектов, она запоминает то, что вытеснила, и проецирует его очертания в том месте, где настигла. А поскольку искаженный объект содержит в себе и исходные, и измененные данные, фантомы проявляются в нашей зоне, когда влияние изнанки особенно сильно. Ох, как-то не по себе от этого становится. А почему они вообще появляются? Возможно, это происходит потому, что исходная информация объекта отталкивается от изнаночной и тянется к себе подобной. А когда граница истончается, находит выход и отражается здесь. Но это явление почти не изучено, и деньги на истинность этой гипотезы я бы не поставил. Что ж, спасибо вам большое, доктор, что хоть немного прояснили для несведущих, с чем нам предстоит столкнуться. Всегда пожалуйста, рад был помочь. Не прощаюсь, ведь скоро, я думаю, мы с вами встретимся.